И первое, с чего бы я хотел бы начать, это, например, наш темплейт. Как он выглядит? У нас с тобой есть какие-то непонятные 808 кик, 808 клэп. Это нам не нужно. Для этого мы выделяем с тобой Ctrl и левой кнопкой мыши, нажимаем Alt, Delete, ставим ок, и у нас больше их нету. Теперь мы можем закинуть нашу драмку. Прекрасно. Если, к примеру, ты хочешь взять какие-то другие инструменты. К примеру, нам нужен какой-нибудь звук, который будет меняться. Сейчас я пропишу небольшую драмочку, и мы посмотрим, чем она будет отличаться. Проставлю я специально кики везде, чтобы было тебе наглядно понятно. Ну, к примеру, это у нас будет клэп, это у нас будет хай-хет. У нас получилась такая рабочая авария. У нас сместился с тобой кик. Что сделать, чтобы такого у нас не было? Мы нажимаем с тобой Alt-Q и просто подравниваем его. К примеру, сделаем также еще раз. Немного сместили. Также делаем Start Time. И все, отлично. И, к примеру, это у нас был с тобой бас. То бишь, сделаем какие-нибудь небольшую вариацию баса, а-ля, что это бас. Нажимаем с тобой Ctrl-L, и у нас с тобой вот такие вот получились с тобой нотки. А теперь мы копируем нотки баса и вставляем в кик. И что нам с тобой нужно сделать, чтобы кик был киком? Логично, да? Нам нужно с тобой сделать все по одной нотке. Как это делать? Нажимаем Ctrl-A и Alt-K. И вот незадача, у нас с тобой так не получилось сделать. Так что мы нажимаем с тобой Ctrl-Alt, опять же, Alt-K, и у нас с тобой здесь есть нотки. Нам нужно зажать с тобой Ctrl и выбрать с тобой C5. У нас все с тобой выравнивается. Это прекрасно. Я надеюсь, что такой лайфхак тебя выручит. А теперь лайфхаки для новичков. Что делать, если мы не подобрали неправильные звуки и у нас, например, что-то у нас не в тональности? К примеру, кик с хай-хетом. Все очень просто. Берем с тобой, заходим в какой-нибудь, где есть у нас с тобой хай-хета. Выбираем, который нам с тобой нужен. К примеру, вот этот. Берем с тобой ту балочку, которая нам с тобой нужна, именно где у нас хай-хета, и просто нажимаем на scroll. Также проделываем и с клэпом. Уже что-то получше. Но, к примеру, нам не понравились с тобой хай-хеты, и мы хотим их заменить. Я возьму не такие яркие, к примеру, вот такие вот. После чего мы идем с тобой к басу. Возьму, к примеру, 28 из моего драмкита, конечно же. И у нас что-то пошло не по плану, у нас повторяются нотки. Для того, чтобы наши нотки с тобой не повторялись, потому что, как мы видим с тобой, ноток у нас мало, а прозвучало не раз. Вот, к примеру, вот здесь вот мы с тобой заходим в сэмплер. Вот эта вот штучечка называется сэмплер. И здесь мы нажимаем с тобой Use Loop Points. После чего некоторые из ударов нам нужно с тобой брать. Зажимаем с тобой Ctrl и левую кнопку мыши. Мы их выделили и нажимаем Alt-Delete. Нажимаем ОК, и все прекрасно. Также мы с тобой сместим немного наши хай-хеты. Для этого мы нажимаем с тобой Ctrl-A, то бишь выделить все, и Shift с нижней кнопочкой мы с тобой можем перемещать на ту нотку, на которую нам нужно. После чего мы можем с тобой это все покрасить, конечно же. Если ты хочешь рандомно, то это комбинация клавиш Ctrl-Alt-C. Отлично, но нам так не нужно. Для того, чтобы мы с тобой сами сделали какую-нибудь покраску, нам нужно нажать Shift-Alt-C. Я возьму, к примеру, для ударок больше вот такого оттенка, переливающийся в желтый. Прекрасно. А теперь следующий из лайфхаков. К примеру, мы с тобой зашли в FL-ку, и нам нужно открыть какой-нибудь проект очень быстро. Мы нажимаем с тобой Alt-1 и открывает последний наш проект. Alt-2 открывает предыдущий проект. Alt-3 открывает предыдущий, и так по цепочечке. Нажимаем Alt-1, и у нас открывается тот проект, который нам с тобой нужен. Ну и, к примеру, мы с тобой отключим FL, да, например, она вылетела по каким-то немыслимым обстоятельствам, она просто у нас с тобой вылетает, и мы с тобой заходим в FL-ку и думаем, что мы с тобой все потеряли. Но на самом деле нет, мы заходим с тобой в файл, и здесь у нас предпоследний пунктик Reset to Last Backup. У нас с тобой открывается то, что нам нужно. К сожалению, этот проектик я не сохранял, и тот проект, который сохранился, он у нас отобразился именно как сохраненный файл. Я говорю именно про Alt-1. Но, к примеру, давай мы запомним вот этот проектик, да, опять же сделаем точно такую же фишку, ничего не сохранять, включаем FL Studio, заходим в файл, Reset Last Backup, и вот оно все. Буквально очень-очень все простенько. Следующий лайфхак заключается в том, что ты зачастую ищешь, рыскаешь по папкам, это тебе все не нравится. У тебя, например, есть звук какой-нибудь интересненький, который тебе очень-очень нравится. К примеру, я возьму какой-нибудь луп, да, вот, например, мне вот этот клэп нравится. Очень прекрасно звучит.
И сейчас я покажу, как его сохранить. Мы заходим с тобой в наш проводник, ищем папку, где у нас находятся с тобой драм-киты. В моем случае это контент, музыка и киты. Здесь создаем с тобой папочку, например, мой кит. Мой кит. Перезагружаем, конечно же, EFL-ку. Опять же, нажимаем Reset to Last Backup и ищем с тобой мой кит. Именно папочку. Вот он. У нас с тобой есть эта папочка, и теперь мы ищем то, что нам с тобой нужно. Давай, к примеру, мы возьмем какие-нибудь филы. Очень понравились филы. Для этого мы с тобой заходим в сэмплер, нажимаем Ctrl-E, у нас с тобой открывается Edison, и открываем с тобой мой кит. Видим, в правом верхнем углу у нас такая вот файлик с мышкой. Перетаскиваем с тобой в мой кит. И у нас теперь есть тот фил, который нам с тобой нужен. Также мы можем проделать с тобой и с 808, к примеру. Мне понравился, к примеру, вот этот вот. Опять заходим в сэмплер, нажимаем Ctrl-E, удаляем луп, чтобы он не лупировался все время, и также его переносим. И как мы можем с тобой лицезреть, все из этих ваншотов у нас появились с тобой в моем ките. Это на самом деле очень полезная фишка, потому что тебе не приходится искать все и сразу и везде. Потому что в большинстве случаев драм-китов на самом деле очень много. К примеру, у меня это занимает больше 10 гигабайт, потому что много звуков, которые есть очень хорошие, а есть, ну, не очень лицеприятные. И от них бы, конечно, избавиться, но иногда лениво. И именно для этого я делаю свой драм-кит, конечно же, чтобы использовать его на постоянной основе. Также, например, у нас с тобой в рабочей области появились какие-то звуки, которые нам с тобой в бите вообще как-то не нужны, и мы с тобой их удаляем, но при этом они остаются вот здесь вот, да, вот они. Это нам тоже не нужно, для этого мы с тобой нажимаем Tools, Macros, Purge Unused Audio Clips. У нас с тобой их нету. Это отлично, это прекрасно. Также, к примеру, нам с тобой не нужна больше библиотека, да, и ты хочешь, чтобы твоя рабочая область, в котором у нас находится с тобой весь проект, тупо был один. И для этого мы с тобой нажимаем, чтобы убрать вот эту вот штучечку, да, где находятся у нас с тобой паттерны, мы нажимаем с тобой Alt-P, и она у нас с тобой закрывается. Также мы можем сделать с библиотекой, нажав на вот эту вот кнопочку. Все, теперь у нас с тобой есть только рабочая область, исключительно она, и чтобы нам больше ничего не мешалось. Также, к примеру, нам нужно с тобой сделать какую-нибудь автоматизацию, да. К примеру, я хочу сделать на клэп реверб. Давай возьмем какой-нибудь Valhalla Vintage Verb. И звучит довольно сильно. Сейчас мы его чуть поднастроим. Мы с тобой зажимаем Ctrl и левую кнопку мыши, выделяем это все. Нажимаем Ctrl-B также и продлеваем. К примеру, мы хотим сделать с тобой автоматизацию. И как нам с тобой сделать такую автоматизацию? Мы можем нажать с тобой на Mix, Create Automation Clip, и мы можем сделать такую фишечку, чтобы у нас не было с тобой где-то реверберации. Мы с тобой убираем. А потом он у нас с тобой возвращается. Прикольная штука, прикольно, очень прикольная, но есть намного лучше. К примеру, у тебя есть какой-нибудь плагин, который никак не относится к FL Studio, она сторонняя, к примеру, Valhalla Vintage Verb, либо же какой-нибудь фаб-фильтр. Мы с тобой нажимаем вот здесь вот, и любую из крутилочек, я возьму, к примеру, Mix, мы с тобой крутим. И теперь у нас вот эта крутилочка сохранила ту крутилочку, которая нам с тобой нужна. Мы нажимаем правую кнопку мыши, Create Automation Clip, и сейчас мы можем лицезреть то, что у нас с тобой все получилось. К примеру, я хочу сделать так, чтобы вот этот клэп у нас был нарастающим. И, к примеру, хочу взять ножик, все это удалить, да, то бишь перед клэпом мы с тобой это все удаляем. Для того, чтобы удалить вот эту вот часть, да, вот эту вот, мы с тобой нажимаем не левую кнопку мыши, а правую кнопку мыши. И у нас с тобой удалится все, что касаемо вот этой рабочей области. То бишь мы сделали с тобой яму. Ну и также мы можем продлить. После чего в паттерне мы можем с тобой сделать такую штуку, как групповой канал. К примеру, у нас есть с тобой драмка, то бишь это кик, клэп, хай-хэт и 808 там, ну еще может быть перкуссия какая-нибудь. И также у нас с тобой есть пианино, омнисфера. И чтобы это все разделить, мы с тобой зажимаем то, что нам с тобой нужно. В моем случае это опять же кик, клэп, хай-хэт и 808. Нажимаем с тобой Alt-G и пишем drums. Все, у нас с тобой есть теперь вкладочки Automation, Drum и All. All это включает все сразу. Также мы можем с тобой сделать это с мелодической частью, если она у нас, конечно же, есть. И, к примеру, ты заметил, что когда я делал автоматизацию, у нас сразу делался групповой канал. Как эту фишку сделать? Мы с тобой нажимаем на, к примеру, трек 7, ищем трек мод, Instrument Track, и вот здесь Use Exciting Channel. И у нас есть Fill 2. Чтобы перенести для покраски наш какой-нибудь инструмент, к примеру, мы с тобой взяли, зашли в All, да,
И чтобы перенести фил вот сюда вот, за место Mix Level, мы выделяем его и нажимаем Alt вверх. Также выделяем все, нажимаем опять же Shift Alt C и выбираем то, что нам с тобой нужно. Все. Также здесь красится у нас с тобой эта строчечка. Нажимаем Auto Name Clips, и у нас с тобой она теперь розовенькая. Это очень удобно, это очень круто. Только не круто то, что все время придется делать вот эту вот штуку. Это не очень приятно. И также хотел бы отметить, что вот этот фил у нас сразу привязывается к микшеру. Но если тебе такие фишки понравились, то не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться, конечно же, на канал. А я вас всех крепко обнял, всех приподнял и до нового ролика. Чевец.